Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как приготовить идеальное тесто для жареных пирожков. В подходящую емкость всыпаем 80 грамм просеянной муки. Добавляем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки растительного масла. Затем вливаем 250 мл крутого кипятка. Хорошо все перемешиваем до однородного состояния и отставляем в сторону, чтобы наша мучная заварка слегка остыла. Тем временем в отдельную емкость всыпаем 1 столовую ложку быстродействующих сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Вливаем 120 мл теплой воды. Перемешиваем и оставляем на 5-10 минут для активации дрожжей. Прошло 5 минут, дрожжи активировались, получилась вот такая пышная шапочка. Теперь вливаем дрожжи к остывшей мучной заварке. Сюда же добавляем 2 желтка комнатной температуры, хорошо все перемешиваем и частями начинаем просеивать муку. Общее количество муки нам для этого теста понадобится 550 грамм. 450 грамм я добавлю сейчас в несколько приемов, а оставшиеся 100 грамм я буду добавлять при работе с тестом на рабочей поверхности. Сначала тесто я замешиваю при помощи кухонного венчика. Когда венчиком становится замешивать сложно, я замешиваю тесто кухонной лопаткой. Вся мука хорошо вмешалась в тесто. Вот такая масса у вас должна получиться. На рабочую поверхность всыпаем 50 грамм муки. Выкладываем тесто и начинаем замес. Когда вся мука вмешалась в тесто, досыпаем оставшиеся 50 грамм муки и продолжаем вымешивать. Тесто очень приятное в работе, мягкое, слегка липнувшее к рукам. Чтобы продолжить замес и не забивать тесто мукой, смазываем руки 2 чайными ложками растительного масла и продолжаем вымешивать тесто еще 2-3 минуты. Тесто готово, оно получилось очень нежное, слегка липнувшее к рукам. Перекладываем тесто, смазанное растительным маслом, в емкость. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем, убираем в теплое место на расстойку. На это уходит около часа. Посуду для расстойки выбирайте побольше, потому что тесто очень хорошо увеличивается в объеме. Прошел час, тесто прекрасно подошло. Перекладываем тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность и лепим пирожки. Готовить пирожки из такого теста можно с любыми начинками, сладкими и несладкими. Попробуйте приготовить такое тесто для пирожков, и я уверена, что оно вам очень понравится. Вы будете в восторге, я вам обещаю. Тесто невероятно мягкое, как пух, в прямом смысле этого слова. Попробуйте, друзья, и обязательно поделитесь этим рецептом с вашими друзьями. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале.